Мы говорим о стихиях, о стихийном соответствии мастям Таро. И в частности, сегодня мы с вами будем говорить о стихии воздуха, о мечах, который в Таро ответственен как раз за символику стихии воздуха. Есть разногласия. Разногласия в основном существуют между поклонниками восточной традиции эзотерической и западной эзотерической традиции о соответствиях этих самых мастей этим самым стихиям. Считается на Востоке, да, там где ведическая астрология, джиотиши и вот это вот все, считается, что воздух должен соответствовать жезлам. Потому что жезлы у нас это торговцы, да, и они должны куда-то там путешествовать, они перемещаются с места на место, как воздух, они свободно мечутся вперед-назад, и поэтому как бы воздух должен быть жезлами. А огонь это, соответственно, мечи, потому что мечи это атрибут воина, а воины огненным своим желанием, да, захватывают власть и, собственно, эту власть потом держат, потому что им так хочется. Скажем так. С восточной точки зрения все абсолютно логично. Я не претендую на то, чтобы говорить, вот у них там в Китае все неправильно. Ничего подобного. У них в Китае там, как у них в Китае. Ничего против не имею. А вот на Западе система чуть-чуть другая. Система распределения мастей напрямую зависит от системы сословий в средневековой Европе. А если мы берем торговца в средневековой Европе, там важно было не столько путешествовать, сколько уметь договариваться. Для этого нужно было хорошо демонстрировать свое желание и понимать, угадывать желание другого человека. Поэтому традиционно в Европе за масть жезлов принималась стихия огня. Торговцы, сословие торговцев относилось и городских жителей, так как город это в принципе квинтэссенция торгового ощущения, относилось к жезлам, как к вечному движению, как к умению работать с желанием, как желание, которое влечет тебя все дальше и дальше и дальше, как огонь, который неуемно не сидит на месте, а ползет куда-то дальше по веточке, распространяется как лесной пожар. С другой стороны, символика мечей, масти мечей, либо пики, еще их называют, относятся к системе, относятся к стихии воздуха, потому что элитная элита Европы в то время это была как раз воинская элита, да? Высшее воинское сословие, благородные люди, скажем так. Они власть, конечно, захватывали, потому что им хотелось, но в Европе с властью приходит не только удовлетворение своих желаний, как на Востоке, а и определенного рода ответственность за свои действия и определенного рода умение проявить свою силу не тупым проявлением желания, да, а неким более тонким хладнокровным расчетом, воинским искусством. Поэтому стихия воздуха как передача информации, как символики интеллекта, воинского искусства, да, все-таки была сосредоточена в масти мечей. И если мы рассматриваем придворные карты, мы с вами видим несомненным образом, что масть мечей более чем полностью соответствует стихии воздуха. Мы с вами видим большое количество воздушного пространства, облака, либо рваные, метущиеся, как в случае с рыцарем мечей, либо вот такие объемные, на которые стоит сосредоточить внимание и понять, научиться чему-то с нуля, как в паже мечей. Ну и, собственно, символика украшений, допустим, бабочки, какие-то птички, общая динамика такого полета, большое количество воздуха в карте. Бабочки у нас присутствуют и в символике королевы мечей, и в символике короля мечей тоже присутствуют эти самые достославные бабочки, которые считались символикой воздуха и определенного рода духовности, да, разума.
Разум, который переходит в духовность, отрешение, отрезание себя от каких-то низменных человеческих страстей. Благородный человек не должен поддаваться на искушение своих желаний. Он должен контролировать себя, вести себя сообразно с этикетом, вести себя как-то правильно. Это возвышает его, это возносит его выше над всеми другими, точно так же, как бабочка, которая полжизни провела в виде личинки там в воде, либо там ползая где-то в листве, а половину жизни она превращается в существо, которое может летать над уровнем Земли и как бы отрывается от материального мира, перевоплощаясь вот в такое существо более высшего духовного порядка, которое имеет власть над своими низменными инстинктами. Скажем так, вот именно таким нужно было быть настоящему элитному рыцарю, да, придворному человеку. Рыцари, королевы, короли, они делают то, что должны по стихии мечей, а не то, что хочется. То, что хочется, делает масть жезлов. И вот это умение договориться в своих хотелках делает из них отличных торговцев. Интеллект, выдержка, воля и разум делает из масти мечей отличных воинов, которые принимают решения и борются со сложностями. И надо сказать, что традиционно... Так, что-то у меня тут все перескакивает. Оп, а что такое? Традиционно надо сказать, что масть мечей действительно определенным образом связана с какими-то неприятностями, с какими-то сложностями, которые, как сказать, проявляются в раскладах, когда мы видим эту самую масть мечей. Считается, что если выпала карта системы мечей, значит, жди неприятностей. Значит, тебе нужно будет преодолевать какое-то сопротивление, бороться с какими-то врагами, либо проблемами. Все будет не так ровно, как хотелось бы. А если все ровно, если все так, как хочется, то думать не надо, напрягаться не надо, ничего там соображать не надо. Просто берешь, счастливо живешь, ничего не хочешь, у тебя все отлично, великолепно. Вот система кубков, да, масть кубков и вся символика стихии воды, они говорят о том, что нужно соглашаться. Не нужно бороться, потому что тут нет смысла. Нет смысла бороться. Если все хорошо, зачем сидеть и разговаривать? Если все хорошо, надо там пить вино, заниматься любовью, растить детей, делать, что тебе хочется, и радоваться жизни. По мечам, когда тебе нужно думать. Думать нужно обычно в какой-то сложной ситуации, в какой-то неоднозначной, в какой-то сомнительной. И вот, в принципе, сама стихия воздуха говорит о том, ну вот, допустим, если мы говорим о тузе мечей. Что такое туз мечей? Это квинтэссенция воздуха. Это сам принцип этой стихии, сам принцип этой масти. Меч, вот он такой, какой он есть. Почему тут рука, которая держит меч? Это божественная рука, божественные силы, которые говорят, что разум дан человеку для того, чтобы определенным образом управлять другими людьми. Управлять собой в первую очередь и управлять жизнью других людей. Разумные люди, люди, которые идут по масти мечей, какие-то воины, элита, они нужны не только для того, чтобы осуществлять свои желания, а для того, чтобы направлять, управлять другими людьми, для того, чтобы делать жизнь других людей лучше, осознаннее в чем-то, да, как-то ярче, красочней и защищать нужно тех, кто не может сам этого сделать. Именно поэтому считается, что воинам, сильным людям не просто так дана разум и сила, а для того, чтобы управлять теми, у кого не хватает этой самой силы. Да? Допустим, воины должны защищать других. Почему? Потому что они для этого приспособлены определенным образом, у них для этого есть все, что нужно. А вот какого-нибудь художника, поэта, да, ну, какой воин, какой там рядовой, либо сержант, либо генерал из Сальвадора Дали, или из Моцарта, или из Сергея Рахманинова, или из Булгакова, допустим, да? Человек, который слишком тонко по эмоциям чувствует других людей, эмпаты, они в принципе не могут убивать. Убивать могут те люди, которые понимают, что это необходимо.
Это не значит, что им это может нравиться, да? Мы не говорим с вами о каких-то маньяках, социопатах. Это, скажем так, исключение из правил. Правило должно быть таким: если ты умный, ты знаешь, как осуществить что-то, значит, ты сильный. Знание — это сила, в первую очередь. Вот о чем у нас говорит масть мечей. Если у тебя есть просто сила физическая, но ты при этом тупой, да, это негатив по масти пентаклей. Это физическая сила, ну, грубо говоря, мышцы. Но если у тебя нет головы, нет разума, то этими мышцами ты будешь распоряжаться неумно, неразумно. Да? С другой стороны, разум бывает и хитроумный, бывает и злонамеренный, злонаправленный, да, направленный против тебя, потому что меч можешь держать ты, защищаться от кого-то, защищать кого-то, либо меч может быть направлен на тебя. Тогда ты понимаешь, что это проблемы, которые тебе кто-то хочет навязать, тебя заставляют думать, тебя заставляют сомневаться в чем-то. И если у нас речь идет о стихии воздуха, воздух в первую очередь информация. Информация, которая несет за собой сомнения. Если у вас есть информация по тузу мечей, которая делает вас сильным, вы должны обязательно понять, что это самое главное, что есть в четырех мастях. Человек отличается от животных как раз своим разумом. Есть еще, конечно, еще и масть воды, стихия, масть кубков, стихия воды, да, но там про любовь, там про другое. А тут вот эта самая корона говорит о том, что управлять ситуацией ты должен с любовью и с каким-то погружением в правильность ощущений. Так, переведу чуть-чуть дух. Что у нас там в чатике? Роман, мечи как символ мысли может означать действие. Ведь интеллектуальная деятельность — это также движение мысли. Тогда разница в движении жезлов и движении мечей «я хочу» и «должен». Совершенно верно. Для того, чтобы сделать что-нибудь правильно, ты должен сначала подумать. 7 раз отмерь, 1 отрежь. Много раз подумай, а потом сделай. Причем действие, оно должно быть четко выверенное. Когда у вас нет информации, нет мечей, вы не знаете, как делать. И делаете, как хочется. Делание по жезлам — это сиюминутное, это страсть. Это яркая огненная стихия, о которой мы с вами уже говорили. Посмотрите лекции по этим самым, по жезлам. Кстати, если вы хотите продолжение этих лекций, ставьте лайк. Как только видео наберет 1000 лайков, будет следующая лекция на эту тему. Так что жезл — это тоже движение, это тоже действие, но скорее сиюминутное, а действие по мечам, оно разумное, отточенное. Мысль равно действие, знание — сила, да, кто предупрежден, тот вооружен, то есть тот знает, что нужно делать, да. Вот все относится это к информации. Можно сказать, что, говоря современным языком, масть мечей — это информация, информированность. Без информации в современном мире никакие действия невозможны. Ну, только какие-то такие суматошные, какие-то сиюминутные. Вот такие дела. Самая напряжная масть. Ну, самая напряжная масть для тех, кому не нравится думать. Если вы понимаете, что такое двойка мечей, то тут все очень просто. Вас предупреждают о том, что информация у вас может быть неверной. Откуда мы знаем? Ну, во-первых, сама карта говорит о сомнениях. Во-первых, закрытая поза, о которой говорят все психологи, нежелание принимать что-то другое, какую-то альтернативную мысль вы не хотите принимать, вы закрываетесь, если уж говорить об этой позе, хотя это не та поза. Человек просто держит два меча. Вы закрываетесь, когда не хотите принимать другую точку зрения. У вас есть своя, и вам со своей точки зрения хорошо, неплохо. Два меча — это две точки зрения, которые вы приняли, и теперь вы не знаете, какая же из них правильная, левая или правая. Да? Это, соответственно, сомнения о дальнейшем будущем, в котором вас ждут какие-то неприятности. Вы понимаете, что просто так, как вы рассчитали, как вы прикинули по тузу мечей, по информированности, по тузу мечей вам кажется, что вы знаете. К вам приходит какая-то информация.
И она пока не подвергается сомнению. Вы понимаете, что с этой информацией можно сделать многое. А вот по двойке мечей у вас две таких информации. Кому верить, непонятно. С какой стороны огибать подводный камень, неясно. Слева либо справа, поэтому двойка мечей чаще говорит о сомнениях, о нежелании что-то делать, потому что ты не знаешь, как сделать правильно. У тебя глаза закрыты, у тебя отсутствует какая-то дополнительная информация. Вот как-то так. В чатике спрашивают, а как же Лермонтов и Толстой? Они были кубковые или мечевые? А с чего вы взяли, что человек выражает только одну стихию? Есть, конечно, ярко выраженные, да, у которых стихия там проявлена слабо. Допустим, вот мечевая стихия у Сальвадора Дали проявлена была слабо. Зато стихия кубков, да, либо стихия жезлов, огня, было проявлено чуть больше, чем полностью. Да? Либо мы берем Пикассо, у него явно проявлена стихия земли, он хорошо зарабатывал деньги и рисовал на угоду людям очень часто, стихия жезлов. Причем мечи у него были прокачаны слабо, потому как он сомневался в том, что он делал, он постоянно переживал, волновался по этому поводу. Так что люди разные, и стихии в них могут быть выражены в разной пропорции, в разном соотношении. Может превалировать какая-то стихия. Лучше всего, конечно, когда человек все свои 4 стороны, все свои 4 стихии прокачивает в равной мере, тогда он как бы защищен со всех сторон, может гармонично существовать в этом мире, как в карте мир, да, там все стихии распределены по углам, и человек находится в центре. Как-то так. Иногда мозг так напряженно работает, что пару из ушей, пишет Анжела Шамрай. Да, бывает такое, бывает. Ирина Владимировна пишет: доброго времени суток, спасибо за вашу работу. Спасибо, кстати, спонсорам за поддержку канала. Вы тоже можете стать спонсорами, если у вас есть такое желание, либо на YouTube, либо на Boosty. Если у вас нет возможности на YouTube оформить спонсорство, вам станут доступны видео по Монаре, по Безумной Луне, дополнительные какие-то эфиры закрытые. В общем, что-то делаю обязательно и для спонсоров время от времени. Тройка мечей. О чем говорит тройка мечей? Вот если по двойке мечей у нас есть два вида информации, да, воздух дует то с одной стороны, то с другой. И мы сомневаемся, какой информации нам прислушиваться. Кто же из двух информаторов прав? Либо один из этих информаторов можете быть вы. Вы информируете сами себя, вы там что-то себе понимаете, вы там что-то себе соображаете. И получается так, что временами, да, бывает сложно. Бывает сложно разобраться даже со своими собственными, скажем так, отрезками информации, да. Как это все сложить так, чтобы понять, как же делать все правильно, чтобы добиться непременно какого-то правильного результата, какого-то успеха. А туз мечей — это когда ты знаешь, как надо. Ты знаешь, как должно быть, ты знаешь, какого результата ты должен достичь. Причем ключевое слово «должен». Масть воздуха, стихия воздуха, масть мечей, она еще и о долге, об обязанностях. Сравнивая Восток и Запад, мне так видится, что на Востоке все-таки управленцы, они считают должным заботиться больше о своей семье, о каком-то своем клане, а на Западе все-таки долг, обязанность размазывается не столько по родным, сколько по подданным, да, по гражданам. Поэтому тут вот тоже, опять же, разница в подходе. По тройке мечей, что мы можем сказать? По тройке мечей мы можем сказать, что когда вы принимаете решение все-таки сложить эти две разные точки зрения в одно, либо они сами у вас складываются, потому что вам ничего другого не остается, вам нужно принимать какое-то решение, и скрипя сердце, вы, собственно, начинаете что-то делать, потому что вы понимаете, что вот так будет правильно. Очень мне нравится, что тут три меча пронзены они где-то соединены там в сердце в одной точке. Глубоко в сердце вы должны понять, как соединить эту информацию и каким образом принимать решение, исходя от сердца. Это очень часто болезненное принятие решения,
какие-то обидные даже для себя самого решения. И в первую очередь обида в чем? Обида в том, что ты признаешь свою неправоту по какому-то варианту. Либо по варианту А, либо по варианту Б. В предыдущей карте у нас была точка зрения А и точка зрения Б. Одна из этих точек вам ближе, вторая нет. И вы понимаете, что нужно как-то эти векторы два сложить. Учитываете, что ваша информация не полностью верна, это всегда обидно. Всегда обидно признавать, что ты был в чем-то неправ, и информация, которая тебе дополняет тебя, ей нужно пользоваться. Например, вот вы всю жизнь уверены были, что правильно говорить Пикассо, да? И говорите Пикассо, 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 да? И тут какой-нибудь искусствовед, либо, что еще хуже, француз, вам говорит, вообще-то, как бы у нас в Париже принято говорить Пикассо, потому что ударение в французском языке всегда падает на последний слог. Пикассо. И как бы вы вроде интеллигентный человек, и вы тоже в искусстве как бы разбираетесь, а оказывается, вы были неправы. Принять чужую точку зрения, скорректировать свою точку зрения с помощью чужой, да, вот сложить эти два вектора в один, это всегда болезненно. И интеллигентные люди, они вот эту свою обиду никому не показывают. Они говорят спасибо большое, что пояснили, я теперь буду знать, я теперь буду стараться правильно говорить. Если же вы не относитесь к масти воздуха, да, если вы не элитные элиты, скажем так, благородных кровей, тогда вы можете сказать, сам дурак вообще. Я говорил Пикассо и буду дальше продолжать говорить Пикассо, да. Но это вот и есть то самое ожесточение, обида, о которой идет речь. Когда ваша точка зрения не совпадает с точкой зрения вашего любимого, это обидно. Конечно, обидно. И когда приходится садиться и разговаривать, решать, приходить к какому-то консенсусу, это всегда обидно, что он не понимает вас с полуслова, и ему нужно что-то пояснять, тем более убеждать в чем-то. Конечно, хочется, чтобы все проходило по тройке кубков, все согласны, все рады, тогда можно и петь, и танцевать. Зачем разговаривать, если все согласны? Да, если все согласны, надо там на свадьбу идти. А по тройке мечей, это вот то согласие, которого приходится достигать, и это всегда болезненно, потому что человеку хочется ничего не делать, а по мечам обязательно надо что-то делать. Более того, что-то умное надо делать. А для того, чтобы понять, что чтобы что-то умное надо делать, да, надо не торопиться, не спешить. Как в том самом фильме «Торопиться не надо», да? Почему не надо торопиться? Потому что вот этих вариантов может быть несколько. И для того, чтобы правильно все сделать, нужно тщательно обдумать и желательно без воздействия чужеродной информации. Потому что если вы поняли, что это вас задевает каким-то образом, значит где-то глубоко внутри вы все-таки не согласны. Вы до конца не согласны с, скажем так, с той информацией, которая вам поступает. Поэтому нужно тщательно продумать, прокрутить эту информацию через себя, пропустить, обдумать, в чем же ты был неправ, почему. В общем, сделать какие-то выводы. А выводы наспех не делаются. Да? Как говорится, такие вопросы, гражданин посол, с кондачка не решаются. Нам нужно подумать. Да? И вот по четверке мечей ты думаешь. Почему думаешь? Потому что четверка это всегда была тематикой фиксированности. То есть можно сказать, что по четверке мечей вы фиксируете свои мысли. Вы их как бы, ну не то чтобы по квадрату, по кругу гоняете, по квадрату можно сказать, да, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Снова и снова повторяете одну и ту же мысль, которую нужно тщательно продумать со всех сторон, со всех 4 сторон. У каждого там кубика есть, грубо говоря, 4 грани, которые вот на нашем хотя бы плоском уровне видны. На самом деле это их больше, но тем не менее вы должны обойти человека со всех 4 сторон, посмотреть его, ну то есть на плоском человеческом уровне полнота мысли приходит, когда ты видишь объект с 4 сторон. Как минимум. Анжела Шамарай спрашивает: четверка мечей может говорить «бери меч, который под тобой, и защищай себя», или все-таки спокойствие, только спокойствие? Возникает вопрос.
каким образом это стыкуется с мыслью четверки. Потому что 4 карты Таро обязательно должны учитывать нумерологическую составляющую. Да? Цифра 4 — это постоянство. Определенная стабильность, как вот 4 ножки стола говорят о стабильности ровной поверхности. В теории символики 4 — это вот те самые 4 столпа, на которых держится что-то материальное, что-то естественное. Поэтому мы можем сказать, что по 4 мечей мы должны учитывать стабильность. Стабильность воздуха — это закрытая информация. Да? То есть человек у нас находится где? Он не просто где-то там в своем доме. Он в часовне один, да, спит. Считается, что это как бы мертвый рыцарь. На самом деле обычно на надгробиях изображали не умерших рыцарей, а спящих рыцарей. Мол, он не умер, он просто ушел, да, там ушел покурить, да, скажем так. Тут намек на сон, намек на закрытость, намек на то, что ты должен отречься от яркого мира, который находится где-то там снаружи, закрыться в часовне, лечь подумать, переспать с этой мыслью. Потому что ночь и закрытость в часовне часто оставались на ночь, чтобы подумать самостоятельно, наедине с самим собой, со всех сторон покрутить вот эту самую мысль, принять что-то новое и понять, что надо делать. По 3 мечей ты просто воспринимаешь чужую информацию, ты ей доверяешь, да, и ты как бы от сердца это делаешь. Хотя часто это вынужденное, конечно. Либо по 4 мечей ты должен сам самостоятельно прийти к какому-то решению, осознать свои ошибки и найти какое-то правильное решение. Бог тебе должен подсказать изнутри тебя, да? Раньше считалось, что для того, чтобы прийти к верному решению, нужно хотя бы ночь переспать с этой мыслью. С этой мыслью надо переспать, да, вот есть такое выражение. Утро вечер мудренее, есть такое выражение. То есть, если у тебя как-то не систематизирована информация в голове, ты должен выспаться, успокоиться, хотя бы отречься от всего того, что тебе мешает, отрезать себя, отдалиться от этого всего, остаться в некоем вакууме, чтобы лично, самостоятельно принять какое-то решение. Меч тут нарисован просто потому, что он, чаще всего, скажем так, рыцарь должен орудовать одним мечом. Понимаете, у него есть свой меч. Остальные 3 — это те, которые ему не подходят. Андрей Колесник пишет: вживую вас круче смотреть, чем в записи, связь другая, оказывается. Может быть, вполне. Малефисента пишет: вот какой-то плач, не могу стать спонсором на Ютубе. На Ютубе все очень просто. Либо у вас этот самый iPhone, с айфона, либо с маковской техники, с apple-овской техники очень сложно это сделать. Это нужно либо через Android зайти, либо через Windows. На свой аккаунт стать спонсором, а потом уже с Apple или с Mac, с айфона смотреть спонсорские видео. Смотреть-то можно, да, вот оплатить спонсорство нельзя. Вот. Либо если вы находитесь на территории подсанкционной сейчас, да, где YouTube не работает в виде спонсорства, есть Boosty. На Boosty тоже все это возможно. Роман, здравствуйте. Если туз мечей на действие мужчины, как можно растолковать? Как прямые действия или как молчаливое принятие решения? От ситуации зависит. Толкование карты в первую очередь зависит от ситуации. И только во вторую от самой карты. Например, туз мечей — это мысль, вот можно сказать, у меня есть мысль, я ее думаю. Либо я знаю, что надо делать. И все тут. Понимаете, вот как-то так. Молчаливое принятие решения тоже может быть. Тут все зависит от того, на какой стадии он там находится. Чаще все-таки меч относится к действию, которое продуманное. Для того, чтобы продумать, нужно
Сначала продумать, а потом уже действовать, да? А вот по огню очень часто человека охватывает страсть, и он просто делает. По тузу жезлов там часто бывает, что не успеваешь сообразить, и тебя захватывает и несет куда-то, да? Вот как-то так. Стихия огня, она более динамичная на самом деле. И от ситуации зависит, и от сочетаний, и от самой карты. От много чего зависит на самом деле. Но нужно смотреть все в комплексе. И от вопроса, совершенно верно. По самой карте много чего может быть. Если четверка мечей намек на сон, смерть, то это про отрекись от своей мысли, пусть умрет. Почему? Не обязательно. Почему сразу умирать? Скажем так, все другое должно умереть, чтобы ты вот с этой мыслью переспал. Сон — это маленькая смерть. Спим мы, считается, что во сне подсознание, оно раскладывает все по полочкам. Дает тебе понять, какой меч, какая мысль правильная, а какие неправильные. Либо там оставить на потом. Вот и все. Анжела Шамра пишет: у Юрия Хана ляг поспи и все пройдет. Ну, не то чтобы все пройдет, но решение придет само, скажем так. Проблемы пройдут. Да, лишние 3 меча, лишние проблемы, они могут отсеяться. Одно понимание того, что на самом деле важно, понимание того, что надо делать, может быть. В этом плане я с Юрием Ханом скорее согласен. Вот. Вот как-то так. Хорошо. Пятерка мечей. А пятерка мечей — это воплощение в жизнь того самого решения, которое вы приняли в четверке мечей. Да? То есть вы выбрали по четверке мечей какое-то правильное действие, обдумали его тщательно, потому что нужно, чтобы никто не мешал, нужно посовещаться с Богом, да, и соответственным образом с этим самым Богом дальше там двигаться вперед. И тогда тебе обеспечен какой-то результат. Пусть это результат не конечный. Почему мы знаем, что не конечный? Потому что, ну, во-первых, пятерка мечей — это не конец номерной линии. Да, можно сказать, что это победа, конечно, без сомнения. Точно так же, как и победа по шестерке жезлов. Если вы помните, там тоже есть намек на успех. У нас в шестерке нарисован триумфатор, который наслаждается своим триумфом, собственно, после какой-то борьбы. Тоже вроде бы победа. Ну и по пятерке мечей, да, тут очевидная победа. Вон 2 поверженных врага уходят, там кто-то плачет, обидели его, видно, да, серьезно. Кто-то просто выронив меч уходит, а ты такой весь молодец, собрал мечи и радуешься тому, что ты сделал все правильно. Причем заметьте, как он держит мечи. Мечи он держит правильно, да, так, чтобы не порезаться. То есть, в принципе, это правильные действия. Единственный намек на победу. Какая же тут победа? Тут победа благодаря твоим решительным и правильным действиям. По жезлам тебе может повезти. Но по шестерке жезлов важно было делиться своей славой, делиться своей победой. По пятерке мечей важно принимать победу правильно. Считается, что вот тут победа не полная, потому что противники ушли живыми. Они могут вернуться. И считается, что насмехаться над ними нельзя. Нельзя бросать слишком резких, слишком быстрых и необдуманных слов. Намек на то, что тут действия могут быть слишком быстрыми, то есть необдуманными, состоит в том, что облака тут такие рваные, и прическа такая, как бы развивающаяся, да. То есть улыбка, насмешка на лице этого человека. И если мы берем оригинальную колоду Артура Уэйта и Памелы Колман Смит, то тут достаточно четко можно рассмотреть при грамотной печати, можно рассмотреть насмешливое выражение вот этого огненно-волосого рыжего человека. Считается, что это стихия огня. Если твои мысли слишком яркие, слишком быстрые, слишком страстные, то ты можешь насмехаться над своими противниками, и они, обидевшись на тебя, могут вернуться и начать мстить там с какими-нибудь, ну, с подкреплением, проще говоря. То есть тут не окончательная победа. И воздух тут, несомненно, присутствует, как намек на то, что порой мысли опережают
вернее, порой действия опережают мысли, порой тебе хочется действовать резко, необдуманно, и вот этого стоит избегать. Если же ты будешь действовать сообразно уже пройденному варианту, да, если ты понял, как действовать правильно, ты действуешь правильно. Вот как-то так. Мария пишет: фиговая, судя по всему, решение, такая победа, что никто не доволен результатом. Ну почему? По пятерке мечей человек, который собирает чужое оружие, вполне доволен результатом. Только он еще и, излишне словоохотлив, скажем так. Чрезмерно остер на язык. Остр, остер, как будет правильно по-русски. Четверка — это, получается, твоя единственная правильная мысль, которую нужно обдумать. Это, получается, карта не быстрая. Ну, во-первых, карта говорит о том, что надо обдумать. Это да. Быстрая она или нет? Ну, визуально не быстрая. То, что мысль единственная, какая-то мысль должна быть более правильной, чем все другие. Это не значит, что она единственная. Мечи у тебя никто не забирает, они у тебя на стеночке висят. При случае можно пользоваться, конечно. Но в каждом варианте действий есть какие-то, действительно хорошие решения, которые для тебя в самом деле могут играть ярче, интереснее. Шестерка мечей — традиционная карта, как говорят, переезда. Почему так говорят? Потому что тут нарисован процесс, когда мужчина перевозит жену и ребенка. Явно не на работу едут. Явно куда-то, то есть, он куда-то семью якобы перевозит. Из этого исходит цыганское значение этой карты. Что значит цыганское? У меня не так давно на канале выходило видео, да. Можете там посмотреть, что значит цыганское гадание, цыганские трактовки и что и как. То есть можно сказать, что действительно тут переезд. Однако, в моем курсе, на который я вас, кстати, приглашаю, если вам интересно более глубоко погрузиться в эти самые карты, в систему, понятию чуть больше, чем полностью, все шестерки имеют отношение к помощи. Это может быть финансовая помощь по шестерке пентаклей, когда богатый помогает бедным. Это практически цыганское значение. По шестерке жезлов триумфатор, победитель, помогает прославиться своей даме сердца прекрасного. Вот этот самый второй веночек, да, у него же есть уже лавровый венок триумфатора. А вот второй веночек — это он везет трофей своей даме сердца, о которой он всех и оповещает, да. Он как бы делится своей славой, делится вниманием других людей, перенаправляет внимание, что на самом деле я-то что? Я-то ладно, вот прекрасная дама меня вдохновила вот на все эти героические подвиги. Вот. По шестерке кубков, я напомню, там тоже есть тема делиться своими эмоциями, да. Вот об этом будем говорить на следующей лекции, если мы, конечно, наберем 1000 лайков под этим видео. По шестерке мечей, человек, у которого есть ресурс, есть силы, есть возможности, есть лодка, в конце концов, и шест, и самое главное, силы, делится своими силами с тем, у кого их нет. У женщины, у ребенка нет силы на то, чтобы там какую-то тяжелую физическую работу делать, управлять лодкой, сделать эту лодку, в конце концов. Вы, конечно, можете сказать, что женщины не глупее мужчины, тоже могут там управлять самолетами, экскаваторами и вообще, вот к нам не так давно приходила девушка-электрик, быстрее и качественнее работу любого другого электрика сделала, допустим, да? Вот. Суть тут не в том. Суть в том, что это средневековые карты, а раньше, как бы, скажем так, электричества не было и делали все благодаря грубой физической силе, которой тоже надо было делиться. Делиться надо было с умом, помогать нужно было тем, кто нуждается в этой помощи. Как по пентаклям, так и по мечам. Если женщина и ребенок не могут сами пересечь водную гладь, да, там какое-то озеро, либо реку, а у тебя есть возможности им помочь, возьми да помоги. Че стоишь как дурак, видишь, как бы им сложно. Вот, так что тут мы с вами видим, что тот, кто победил, тот, кто сильнее, тот, кого Господь наградил больше, да, потому что у мужчин
мышцы более приспособлены к тяжелой работе, да, вот, тогда, ну, делись своей силой. Вот и все. Основное значение шестерки мечей — это благородно делиться своей силой, своими возможностями, своим разумом. Если ты умнее там других. Раньше в средние века считалось, что ну что с женщиной взять? Ребенок, вон, у него вообще опыта нет, поэтому женщина не очень умная, ребенок вообще дурак. А вот мужчина, он умный. Он прям в церковно-приходскую школу закончил, да, он, может быть, даже если сильно повезет, в средние века даже писать умеет и читать. Ну, редко кто умел, но тем не менее. Я надеюсь, вы чувствуете мой сарказм от того, что я вам высказываю средневековую точку зрения на, как бы, разделение полов по гендерному или по какому-то признаку. Ангелина Резниченко пишет: грусть в шестерке какая-то по мне. Это потому, что там человек, завернутый в плащ, сидит, и голова поникла. Вы просто считываете эмоцию, и все. А почему там эта эмоция была нарисована? Может, она устала, может, она спит, да? Тут мужчина старается, работает, а она, пользуясь случаем, просто дремлет, потому что вот дальше она дремать не сможет от того, что там ребенок проснется или еще что-нибудь такое. Вот, то есть, ну, мало ли почему. Отчетливой какой-то грусти я тут не вижу. Все говорят о грусти только благодаря позе вот этой самой женщины. Плюс желтый цвет, он как бы традиционно считается таким тревожным, грустным, хотя у Уэйта желтый цвет обычно говорил о благородстве намерений. Вот так вот, оказывается, на самом деле, да, а не о грусти. Вот, плюс еще, ну, я думаю, что грусть какая-то по вам, Ангелина, звучит у вас в голове именно от того, что все как один говорят о том, что шестерка мечей — грустная карта, потому что грустный переезд, оставляем то, что позади. Ну, это такое, это очень-очень цыганское значение, которым можно и не пользоваться, если оно вам не нравится. Я им временами пользуюсь, если это под ситуацию хорошо коррелирует. Почему нет? Ну, в общем и целом, идеально эта карта звучит, что и с переездом, да, чтобы делать что-то по-другому, тебе нужна помощь другого человека. У кого больше опыта, у кого больше силы, у кого больше возможности что-то сделать, должен помогать тому, у кого силы, возможности, ресурса меньше. Вот и все. Помогать слабым нужно. Вот о чем говорит эта карта. Грустно, конечно, быть слабым. Но это абсолютно не главная мысль. Главная мысль о том, что нужно помогать слабым. Вот и все. Так. Шестерка мечей — это помощь, как дельный совет. Совершенно верно. И если вы соображаете что-то, вы берете и делитесь своим разумом, своим умом, своими выводами с теми, у кого, ну, просто не было возможности. Может, у этой женщины времени нет накачать себе такие же мускулы, да, и ну, вот у мужчины есть, а у нее нет. Ей там ребенка надо грудью кормить. Какие мускулы вообще, о чем речь? Вот, как-то так. Пан Роман, на что может указывать тройка мечей в 12 доме? Сложно сказать, мне сейчас сложно переключиться с повествовательного на объяснительный момент, поэтому в 12 доме, 12 дом очень сложный дом, потому что это дом такого, дом непонятного, мистического и потустороннего, если уж так с эзотерикой как бы все это мешать. Но, в общем, того, что нельзя систематизировать. Сложно систематизировать, да. Какие-то эмоции могут быть, что угодно. Тройка мечей в 12 доме. Грустно, обидно, что вы не можете понять то, что вам говорят, допустим. По тройке мечей нужно принять чужую точку зрения, а 12 дом — это невозможность систематизировать. То есть невозможность понять, почему вам эта информация заходит и с вами делится этой информацией. Вода на шестерке мечей. Решение принято, спокойствие. Если нет, то еще волнуюсь, переживаю. Нет, я не вижу тут дедлайна такого, чтобы прямо вот либо принимай решение, либо нет. Я думаю, что вы уже тут начинаете чего-то намешивать лишнего.
От ситуации надо отталкиваться. По шестерке мечей все очень просто. По шестерке мечей один человек делится силой с другим. Силой, разумом, возможностями. Все. Почему там грустно? Ну, по ситуации, может быть. Кому-то не очень нравится обращаться за помощью. Либо кого-то раздражает, что нужно кому-то помогать. И из-за этого ему грустно, да? Либо там неприятно. Что угодно может быть. Так что грусть тут очень надуманное значение. Ну, просто популярное, модное. Помощь паромщика с переправой. Не факт, что они семья. Тоже не факт, что семья. Но, тем не менее, женщина и ребенок сами при желании не могут это сделать, потому что у них нет возможности это сделать. Вот правильно Татьяна пишет, потому что она в телефоне сидит в Инстаграме. Совершенно верно. Может быть. С одной стороны, лодки вода спокойная, с другой не совсем. Тоже эмоции и мысли разные по разные стороны. Но это натянуто очень. Натянуто. Понимаете? В принципе, можно. Можно такое значение применять, но... Почему вот грустно и не грустно? От того, что река, значит, два берега. Два берега, значит, как бы уходишь из одной ситуации в другую. Вот это вот все накручивается, и общий смысл карты, главный смысл, центральный смысл карты теряется под грудой этих вот каких-то деталей, мне так кажется, не совсем нужных. Просто люди очень хотят с помощью одной карты объяснить ситуацию и подтягивают под эту карту еще какие-то значения, чтобы, ну вот, чаще всего гадают, когда есть какая-то проблема, и есть какая-то, проще говоря, грусть. Поэтому, ну вот видишь, что сидит грустный человек перед вами, видишь шестерку мечей, ну, наверное, грусть какая-то, да? Извините, что я прям вот так настроен, но очень часто шестерка мечей играет в положительном смысле. Что вам будет сложно что-то делать, но вам помогут. Вам человек просто поможет, потому что будет считать себя должным вам помочь. Вот и все. Вынужденный переезд по шестерке. Ой, не обязательно. Нет. Небо мрачное в шестерке. Где тут небо мрачное? Светлое небо, нормальное. Чем оно мрачное? В лодке сидит тот печальный человек, который стоит в пятерке мечей. Серьезно? Ой, сомневаюсь, очень сильно сомневаюсь. Тут, во-первых, женщина, а там мужчина. Вы только из-за цвета одежды судите? Нет, нет, нет. Все-таки надо отталкиваться от центральной мысли, потому что во всех картах, во всех шестерках есть центральная мысль, центральная идея помощи. Вот от этой темы надо отталкиваться. Чего ж все так шатают в разные стороны? А потом спрашивают, ну почему у всех по-разному? Ну потому что все по-разному понимают и почему-то не хотят видеть основную мысль. Хотя она, по-моему, очень отчетливая. Кстати, как раз поможет человеку по шестерке мечей, это цыганщина. Так смысл-то помощи и есть. Что мешает Уэйту напрямую нарисовать, как один человек помогает другому? Не обязательно все зашифровывать, как Уэйт это любил. Временами просто, ну... Для того, кто не знает, что шестерка это взаимодействие одного человека с другим, чаще всего с позиции «у меня в одной руке всего уже не влазит», это 5. И у тебя там вторая рука пустая, я тебе что-нибудь дам, да? 6 это еще одна рука. Шестой палец это еще одна рука, в которую ты перекладываешь то, что в этой не можешь уже держать, и ты помогаешь от того, что у тебя переизбыток, у тебя и так из руки вываливается эта твоя сила, и ты помогаешь кому-то безвозмездно. Почему нет? Вот и все. Вот это центральная мысль. А то, что это совпадает... Что-то сегодня все что-то как-то меня это... сбивают с мысли. Хорошо. Мечи мешают видеть дорогу, блуждание и некоторая расплывчатость разума. Ой, смотрите. Ну, во-первых, а куда здесь эти мечи еще воткнуть? Если воткнуть их сзади, себе какие-то простые мысли, чтобы они были архетипами. Потому что архетип это в принципе простая мысль. Именно поэтому это архетип. От того, что все воспринимают ее одинаково.
Вот и все. Шестерка мечей иногда в некоторых сочетаниях аналогичен аркану смерти. Вот. Обосновывайте, пожалуйста. Обосновывайте. Исходя не только картинкой, а какой-то смысл в этом должен быть. Шестерка — это уже действие. Это действие с помощью другого человека. Это кто-то другой вам помогает что-то сделать. Либо вы помогаете кому-то что-то сделать. Чаще, кстати, второе. Потому что вы уже знаете, как победить противника. Но если противник обиделся, что он будет делать? Он побежит за помощью, потому что понимает, что он тебя победить не может. Он побежит за помощью. А если ты победил, но твой противник ушел, и понимаешь, что он вернется, ты тоже зовешь кого-нибудь на помощь от того, что понимаешь, что сейчас они вернутся, да, в десятером, и тебе точно понадобится помощь, потому что ты сам это не вывезешь. Ты же не грузовичок. Вот, собственно, вот тут у нас нарисован человек, который помогает преодолеть проблему. Понимаете? Человек из Кэмерона. Сбивают в смысле, цыганский табор собрался. Остро. Наугад, ну, разве что угадаете, да? Если у вас нет информации от клиента, если вы общаетесь там в переписке, да, и у вас нет всей картины, всей ситуации, остается действовать только наугад. Хорошо, семерка мечей. Ох, с этой картой чаще всего связано значение того, что это вор, мошенник, обманщик. И все, и понеслась. А основной смысл как бы теряется вот за этим вор, мошенник, обманщик. На самом деле это вор, который ворует мечи, потому что у нас с вами нарисованы Ахиллес с Гектором, да, поорать, там Гектор, выходи, Гектор выйдет и, собственно, отхватит. Вот это честно, это благородно. А ночью воровать мечи, чтобы выиграть завтрашнюю битву не силой, а хитростью, да, такое вот афера такая, это семерка мечей. Причем тут есть ряд намеков, по которым Уэйд очень хотел показать, что хитрить, ну то есть 7 это много, 7 это всегда много мыслей, когда этому нужно прибегнуть к какой-то хитрости военной, какой-то системе, которая позволяет вам запоминать. Но действовать надо честно. Если вы будете нечестно действовать, да, то вы рискуете порезать себе руки своими же собственными действиями. Да? То есть в любом случае все у вас не получится, потому что двойка мечей говорит о том, что там 2 меча остались, просто не влезли в эти самые руки. Плюс действовать нужно аккуратно, осторожно, иначе порежешься, иначе тебя заметят. При большом количестве информации, при большом количестве силы противодействия, ты понимаешь, что вступать в открытый бой, в открытое противодействие невозможно. Нужно придумать какую-то хитрость, тактическую хитрость. Не просто правильно все сделать. Правильно все сделали мы уже в пятерке мечей. Там мы победили. Но когда 7, когда много, когда ты понимаешь, что тут информации слишком много. Андрей Колесник спрашивает, семерка — это неожиданная помощь от кого-то? Я не вижу тут неожиданной помощи от кого-то. Я не вижу тут кого-то, кто вам помогает. Тут есть вор, который ворует оружие, потому что не может победить силой. Почему? Потому что там слишком много. Семерка — это много. Основной смысл семерки по всем семеркам — это много, и нужно сделать что-то. Нужно правильно выбрать, нужно правильно сделать. По семерке ты защищаешься, по семерке жезлов ты защищаешься от большого количества своих же собственных желаний либо чужих желаний. По семерке пентаклей это большое количество результатов твоей работы, которое нужно там правильно с ним распорядиться, отделить зерна от плевел, да, а не ссыпать все вот это вот большое. Большое нужно сортировать, большое количество нужно сортировать с пониманием того, что там надо делать правильно. 7 кубков — это большое количество эмоций, мечт, из которой нужно выделить главную, одну правильную, да. А по семерке мечей, когда у вас много информации, вам нужно придумать какую-то хитрую систему, которая эту информацию побеждает. Ну, то есть систематизирует, либо позволяет использовать.
Если против вас выступает большое количество сильных вооруженных людей, и вы понимаете, что не осиливаете, вы должны применить хитрость, многомудрость, комбинация, комбинирование вот чего-то такого. Не просто напрямую биться, а вот какую-то такую вот сложно составленную композицию составить. Вот тогда, да, тогда получится. Но нужно действовать аккуратно, осторожно. Воздух, ну когда к вам поступает много информации, что вы делаете? Вы же не можете ее всю запомнить. Вы начинаете что-то с ней как-то разделять, да, как-то хитрить что-то с ней. Так, 7 мечей это еще и самообман может быть. Самообман, да, потому что ты слишком много о себе думаешь. Понимаете? У нас был демотиватор, 7 мечей, взяли мечи по акции в Икее, ночью 10 мечей, упали со стены ему в спину. Ага, да-да-да, тоже такое может быть. Сам себя перехитрил. Вот по 8 мечей воздух выражается у нас каким образом? Во-первых, когда вы понимаете, что 7 вы уже прошли, каким-то образом справились с большим количеством информации, с большим количеством... Ну, в наше время вряд ли на вас будут переть 7 здоровенных бугаев с отточенными железками, да? Вряд ли кто-то, хотя военные действия тоже могут быть. В военных действиях важна хитрость военная, да? Внезапность, какое-то комбинирование факторов, а не просто напрямую там в лоб. Лобовая атака напрямую возможна только при глобальном перевесе сил. Вот если ты воруешь у кого-то оружие, значит у тебя этого глобального перевеса сил нет. Значит ты столкнулся с этим большим количеством информации либо силы. С этим всегда нужно что-то думать, хитрить как-то. Вот. 8 мечей это уже следующая стадия развития воздуха, когда ты понимаешь, что даже хитрости уже не помогают. Ситуация усложнилась еще больше. И ты обязательно, вот по 7 мечей, обязательно 2 меча ты упускаешь. Обязательно ты где-то ошибаешься. А следующее, чему вас учат карты Таро, это вот последствия этих ошибок аукнулись, и ты просто-напросто начинаешь понимать, что вот просто вот так схватить в кучу все мечи и с ними что-то сделать не работает. Ну, то есть оно работает на каком-то промежутке, если тебе не важно сделать действительно все. А вот 8 это смена темпа. Если вы помните, в предыдущих лекциях мы с вами говорили о том, что вот в 8 жезлов смена темпа выражена самым ярким и непосредственным образом. Сначала идут 4 жезла, да, подряд 1, 2, 3, 4, а потом 2 жезла и 2 жезла. 1, 2, 1, 2. У нас с вами чувствуется смена темпа, смена частоты, с которой к вам поступают желания. Смена темпа в пентаклях говорит о необходимости как бы не циклиться на работе, а менять темп работы, иначе ты зависнешь в ней и станешь зависимым от этого самого темпа. Будет возникать, ну, человек превратится в трудоголика. Смена темпа по 8 мечей. Мечи это в принципе быстрая, динамическая такая стихия, активная. И вот тут она учится быть не такой быстрой. Тут мы с вами видим человека, который осторожно ступает по мокрому глинистому берегу. Возможно, это там какой-то морской берег, судя по заднему плану. Ситуация сложная, всей возможности действовать, всей свободы действия у тебя нет, руки связаны, глаза завязаны. Что и как делать, ты не понимаешь, но перед тобой один меч. То есть ты понимаешь, что надо сначала справиться с ним. Сначала там что нужно сделать, это аккуратно нащупать почву под ногами, чтобы это там была не лужа, чтобы не было скользко. Как вы ходите по скользкой дороге? Аккуратненько. Вы замедляете темп и шаг за шагом. Постепенно. Вы действуете постепенно, последовательно. Решайте сначала одну проблему, потом другую, потом третью, потом все остальные. По итогу перед вами там остается одна последняя проблема.
но у вас всегда возникают какие-то новые проблемы. То есть, по сути, восьмерка мечей нас учит действовать аккуратно и последовательно, неспешно, неторопливо. Мало действовать умно. Когда у тебя действительно большое количество информации, и ты понимаешь, что совсем справиться за раз не получится, ты научаешься действовать постепенно. Ты сначала делаешь то, что можно делать, а потом решаешь проблемы по мере их возникновения. Потихонечку, шаг за шагом, одно за одним, другое за третьим, третье за четвертым и прочее, прочее, прочее. Андрей Колесник спрашивает, восьмерка это карта решения проблемы в подсознании? Почему на подсознании? Нет, просто вы можете решать проблему по мечам вполне осознанно. Потому что это информация, которая, скажем так, с которой вам предстоит иметь дело. Другой вопрос, как? Каждая карта мечей говорит о том, что вы имеете дело с информацией. О работе с информацией на подсознательном уровне может говорить четверка мечей. Вот там действительно подсознательный уровень, он прям нарисован. Да? Человек спит, решает проблему в подсознании. Восьмерка мечей, у него просто глаза завязаны и руки завязаны. Он не видит, куда ступать и не может. Он ограничен в своих действиях, потому что понимает, что слишком много всего, слишком много опасностей, слишком много, скажем так, лишних факторов. Поэтому нужно действовать аккуратно, осторожно, потихонечку, шаг за шагом, чтобы не потерять равновесие и решать все свои проблемы одну за одной, постепенно, неспешно и неторопливо. Вот. Наталья Порошина пишет, восьмерка, аккуратные действия. Совершенно верно. Аккуратные, осторожные, последовательные. Более того, я бы даже сказал, аккуратные и последовательные. Вот оно, 7 раз отмерь, 1 отрежь. Но вы же не можете сначала 1 раз отрезать, а потом 7 раз отмерить. На самом деле, я не очень уверен, что в английском языке есть такая поговорка, что 7 раз отмерь, 1 отрежь. Я не думаю, что Уойт именно это имел в виду. Вы не должны забывать, что если вы хотите применять какие-то поговорки такие, да, вы должны их применять, вы не должны с помощью их обосновывать эти карты. Хотя вам кажется, что возможно там визуально. В английском языке такой поговорки, ну, загуглите кто-нибудь, пока эфир идет. Английский вариант поговорки 7 раз отмерь, 1 отрежь. И если там дословно прям так звучит, тогда, возможно, ее сюда можно притянуть. Но в общем и целом, если бы Уэйд хотел подсказать именно это, он бы нарисовал что-нибудь такое, а не просто человек стоит перед ним, 1 меч, а там 7. 7 и 1 в любом случае вызывают у вас какое-то ощущение 7 раз отмерь, 1 отрежь. Хотя надо сказать, что в принципе мысль тут здравая, что-то в этом может быть. Несомненно, несомненно. Так что тут неспешные последовательные действия. Почему? Потому что человек ограничен в выборе средств, ему ничего не остается, кроме как шаг за шагом потихонечку, аккуратненько решать то, что ему можно решать сейчас. Тогда ты выйдешь потихоньку из этой сложной ситуации. Связаны руки и завязаны глаза, а при чем тут подсознание? Подсознание тут, оно наоборот, ну, я не вижу, каким образом связанные руки и завязанные глаза говорят о том, что это подсознание, что действовать нужно подсознательно. То есть вы изначально задаете вопрос, а потом мы пытаемся с вами понять, так это или нет. А почему? Откуда? Откуда у вас появилась мысль о подсознании? Просто потому, что глаза завязаны? Так это может значить просто то, что человек ограничен в информационном плане. Проблем много, а информации мало. Вот и все. Score twice before you cut once. Ну вот смотрите. Да, Светлана загуглила, спасибо. В английском варианте 7 раз отмерь, 1 отрежь звучит как посчитай дважды перед тем, как резать.
Тут не 2 меча и 1 меч, да? То есть получается, что Уэйт не это имел в виду. Но как иллюстрация, поговорка, в принципе, ну, в какой-то мере, да, в какой-то мере что-то попадает, что-то есть. 8 мечей может указывать на клаустрофобию, но в определенном контексте. В определенном контексте, да, потому что ощущение клаустрофобии, оно как раз вот заставляет человека чувствовать себя связанным по рукам и ногам, теряет волю, то есть, ну, человек чувствует ограниченность своих действий, и, ну, там паника включается и прочее, прочее, но это такое косвенное значение, хотя да, может быть. Елена спрашивает, добрый вечер, я опоздал к началу. Роман, будет запись? Будет. Запись я делаю обязательно. То, что YouTube там чуть-чуть немножечко подтупливает, но вроде бы не так все плохо. На мой вопрос, как пройдет поездка, вышла 7 мечей. Означает ли, что меня кто-то обманет? Может значить, ну и может значить то, что у вас будет много информации, много действий нужно будет делать, возможно, там какие-то пересадки, какие-то дополнительные действия, и там нужно быть очень внимательным и аккуратным, чтобы не обмануться. Ну и, соответственно, перепроверяйте информацию, потому что получится, что вас кто-то может невольно обмануть, если неправильно вас поймет. Да? Вот как-то так. Это я отметила, у меня указывает. Есть похожее, но звучит по-другому. Better safe than sorry. Ну, похожее, но там как-то так крайненько. Пан Роман, вы очень талантливый человек. Спасибо за вашу деятельность. Спасибо за похвалу. Спасибо. Мне просто интересно докапываться до сути. Если это талант, ну, хорошо, отлично. Почему в лодку воткнуты мечи? А куда же их еще девать из этой карты? По воде они плыть должны? Не должны. По воздуху лететь тоже не очень. Ну, в лодке логично. Иногда в картах Таро, ну как иногда, в большинстве случаев там присутствует логика. Понимаете? Не надо искать скрытый эзотерический смысл там, где его нет. Возможно, он там есть, конечно, но, как подсказывает практика, скорее всего, нет. 9 мечей о чем говорит? Во-первых, опять мысли. Опять, скажем так, раздумья, на этот раз о будущем. Неприятное, судя по карте. Почему? Потому что человек, когда у него все приятно, все хорошо, он засыпает спокойно, с чистой совестью, да? А когда вы не спите, когда вам не спится, вы думаете о чем-то будущем, вы волнуетесь чаще всего. Человек не может уснуть, либо ему снятся кошмары, когда он беспокоится о будущем. Вот тут тревожность чаще всего, если вы там какие-то диагнозы ставите по картам Таро, что я, кстати, не рекомендую, если вы не психолог и не медик, я не рекомендую ставить диагнозы, опираясь на ненаучные, на эзотерические методы. Оставьте это дело медикам и ученым. Но это очень похоже на тревожность. Да, потому как человек не может спать, потому что волнуется по поводу будущего. Почему по поводу будущего? Два варианта. Во-первых, когда человек спит, в постели находится, значит ночь. И сейчас ты ничего делать не должен, ты должен спать. Потому что люди в постели ночью обычно спят. Ничего не делают. Делать будут завтра. Поэтому он беспокоится о чем-то, о том, что надо делать завтра. Второй вариант, почему он думает о будущем, потому что у нас одеялка, вот это стеганое одеяло вышитое, оно украшено астрологической символикой. А астрология чаще всего была направлена на рассмотрение вариантов развития будущего. Ну, то есть, если человек волнуется, успеет он, не успеет, он идет к астрологу и спрашивает, получится, не получится, там, благоприятный момент, неблагоприятный момент, ну и прочее всякое такое. Вот. Так что 9 мечей — это человек, который беспокоится о будущем. Это чаще всего. Ну вот опять же, мы берем воздух.
Да, воздух, он прозрачный, он какой-то эфемерный часто. Какая-то конкретика, да, присутствует, когда в воздухе, ну, там не может быть конкретики. Если мы видим конкретику, это чаще всего стихия Земли, стихия Пентаклей. А когда Земля, либо стихия Пентаклей, материальная природа существует в воздухе, да, материальная стихия, земная стихия присутствует в воздухе, это чаще всего дым какой-то, да. Если вода присутствует в воздухе, это чаще всего туман какой-то. Это и дым, и туман — это не неопределенность, не конкретика. Девятка мечей — это мысли человека по поводу будущего. И они его тревожат чаще всего. Когда мы думаем о будущем, в большинстве случаев мы тревожимся. Мы не предвосхищаем какое-то будущее. Возможно, мы надеемся на то, что все будет хорошо в будущем по девятке кубков. Но чаще всего эта карта говорит о том, что ну, у человека сейчас все хорошо. Он ощущает ну, какую-то благость, да, ему хорошо, ему лично хорошо. Вот. А девятка мечей говорит о том, что у тебя еще не закончено что-то, потому что все девятки говорят о полноте, но не законченности. Потому что финальная карта все-таки 10. Во всех мастях. Так что тут человек просто волнуется по поводу будущего, не может уснуть, допустим, там все билеты на экзамен выучил, но все равно не спится, потому что волнуется, очень ответственный день, как там все пройдет, а вдруг я опоздаю на экзамен, а вдруг то, а вдруг все. Я, допустим, перед каким-то серьезным днем, там, где нужно что-то делать, рано встать и куда-то ехать, я очень плохо сплю, потому что я боюсь проспать, боюсь, что у меня что-то не выйдет, я тревожусь по поводу будущего, которого еще нет. Вот это то, что у нас изображено на девятке мечей, понимаете? Ну вот и все. Панические атаки идут по восьмерке или по девятке мечей. А какая-то тема может вполне себе идти и по двум картам. Да, это может быть переход из восьмерки в девятке. Страх перед будущим. Я не настолько хорошо знаю, что такое паническая атака, понимаете? Не, ну на обывательском уровне я, конечно, понимаю, что это такое. Знаю. Но вот в тонком медицинском плане понять, чего там больше, тревожности или ощущения того, что ты ограничен в выборе действий, ограниченность в выборе действий и необходимость что-то скрупулезно, аккуратно действовать, это восьмерка. Паническая атака может возникать, ну, я не знаю, чего возникают панические атаки. И вообще сложно сказать. У разных людей по-разному. А карты Таро нам показывают причинно-следственную связь. Обязательно показывают причину, потому что мы приходим к тарологу понять какую-то причину и понять, как она будет работать в будущем с нами. Понимаете? Я бы ставил больше на девятку. В девятке больше страха. Паническая атака, там все-таки страх превалирует, нежели какие-то стесняющие обстоятельства. Я все-таки думаю, ближе к девятке. Светлана пишет, есть мнение, что на самом деле человек не очень хочет что-то предпринимать для изменения ситуации, которая его тревожит. Об этом говорит мягкое одеяло, которое он не хочет покидать. Ну а почему он не хочет что-то предпринимать? Потому что боится, что не получится. Совершенно верно, да? Если бы он не боялся, ну он бы взял и предпринял. А тут он аж так тревожится, аж так переживает, что что-то не получится. Он тревожится о будущем. То есть, как бы ваше предложение абсолютно попадает в девятку мечей, просто показывает одну из ее граней. А переживать по поводу будущего человек может там по 1000 разных причин. Понимаете? Карта Таро нам показывает, что он тревожится о будущем. Все. По какому поводу, чего, неважно. Будет он делать, не будет. Карта не говорит. Карта говорит, что он тревожится по поводу будущего. Волнуется, плачет, переживает, что не получится, что завтра будет плохо. Боится будущего. И множество вариаций могут в эту карту вписываться. Люди годами ходят по врачам по кругу, потом, если врачи не помогают клиентам, они идут ко мне как к тарологу.
Я знаю людей, которые по гадалкам и по тарологам ходят ровно как бы с теми же результатами, как и по врачам. Могут помочь, а могут и не помочь. Так что считаю, что тарологи лучше, чем врачи помогают. Ну, давайте, допустим, у вас зуб заболит, да, вы к тарологу пойдете или к стоматологу? Как-то так. Паническая атака, наверное, по Луне. А по Луне тоже. Карты могут показывать разные аспекты. Девятка мечей скорее информационная, он думает о будущем, понимаете, тревожится, это думать. По Луне идет эмоциональный контекст больше, да, человек боится, тревожится и боится — это несколько разные аспекты. Боится — это эмоционально, а тревожится — это ментальное, разумное, понимаете? Именно поэтому я говорю о тревожности, а не просто о страхе. Страх, в страхе намешано всего. И эмоции, и разум. А вот тревожность — это скорее такое. Женщины умеют себя накручивать. Да, я бы сказал, это не от пола зависит. Это скорее от характера зависит. В свое время мне показали, что в десятке мечей тот же жест руки, как у Иерофанта. Не обозначает ли это, что в одной из трактовки об ошибке учителя, который утверждает его знание, это истина в последней инстанции? Сложно сказать. У меня информации нет. Логично вывести я этого не могу, поэтому утверждать ничего не могу. Но жест, да, вижу. Только на основании жеста выводить вот ту цепочку, которую вы вывели, это, ну, ровно с тем же успехом можно вывести другую цепочку. Что, может быть, он не верил учителю, да, а по итогу в момент смерти он понял свою ошибку и поэтому признал правоту учителя. А? Может сработать? Может. Понимаете, тут все зависит от того, что вы доверяете кому-то, исходя из эмоциональных своих суждений об этом человеке. А человек может вам подать любую цепочку логичных, последовательных этих самых аргументов. Понимаете? Вот. Я просто вот эти аргументы пытаюсь брать из очевидной какой-то логики, не привязывая тут лишнего. Поэтому если я не могу сказать, почему вот этот умерший человек, а это несомненно умерший, убитый, проблема решена, скажем так, коротко о десятке мечей, мы можем сказать, что все, проблема решена. Больше мы ничего нового не узнаем. Больше он нам ничего не скажет. Больше он ничего с нами не сделает. И неважно, кто там, вы или какой-то человек. Проблема решена, больше ничего сказать нельзя, больше ничего сделать нельзя. Это финал. Вот, все точки над «и» расставлены. Мне очень нравится 10 мечей трактовать как, ну вот фраза «все точки над «и». От того, что они буквально выглядят как точки над «и». Но это не значит, что Уэйт и Памела Колман Смит имели в виду именно это. Это просто похоже, да. У меня все-таки такая склонность как-то несколько к образному мышлению. Вот, так что по десятке мечей что мы можем сказать? Человек с 10 ножами в спине вряд ли встанет и вряд ли куда-то побежит, либо что-то там вам начнет доказывать и прочее, прочее, прочее. Это символика окончательного решения проблем. Вон ваша проблема лежит, все убито, это как контрольный выстрел. Понимаете? Все, точно. Больше ничего делать не надо. Ни вам. Вот у вас было 10 мечей, вы их воткнули в человека. Все, человек убит. Он вам больше мешать не будет. Либо это вы можете быть, да. Вы понимаете, что проблема вас победила, и вы больше ничего сделать не можете. В любом случае, мечи — это информация, которая идет к нам потоком. Мы понимаем, что нам нужно делать, как нам нужно решать проблемы. Когда приходит десятка мечей, чаще всего десятка мечей приходит, когда ты уже ничего понять не можешь, сделать не можешь и каким-то образом разрулить проблему разумно ты не можешь, потому что проблема уже закончена, закрыта. Поздно пить боржоми, когда 10 мечей в спине торчат, понимаете? Все. Финита ля комедия. А красный плащ о чем говорит?
Красный цвет обычно говорит о жизненных страстях, о жизненных желаниях, о материальных желаниях, о жажде жить. Хотел и все, и перехотел. Закончил. Все, больше хотеть нечего. Наталья спрашивает, почему вы именно о будущем переживаете? Может, о прошлом? Ну, я только что вам пояснил. Почему в девятке мечей человек думает о будущем? Потому что когда человек лежит в постели, это значит, что сейчас ночь, и сделать что-то можно будет только завтра. Соответственно, это намек на завтра. Плюс девятка это как бы почти финальная вещь. Финальная в десятке, конечно. Но мы понимаем, что финал близок, что скоро что-то будет, что скоро что-то надо делать. В каких-то других значениях девятка мечей может говорить, конечно, о том, что человек просто переживает, волнуется. Но все-таки воздух — это мысли о будущем. Чаще мысли о будущем. Потому что воздух, в принципе, направлен в будущее. Прошлое — то, что накопилось. И это пентакли. Понимаете? О прошлом человек может думать вот в семерке пентаклей. О, сколько работы переделано, да, теперь надо посмотреть и вспомнить, как это все было, да. Боится расстаться с прошлым, он, допустим, в четверке пентаклей, опять же. Там человек прям боится расстаться с тем, что он в прошлом себе получил. Не с будущими монетками, тут, ну, невозможно нарисовать будущие монетки, потому что их нет. А воздух будущий нарисовать можно. Это мысли человека, которые он в голове крутит, хотя вроде бы понимает, что ну что тут думать, тут все равно как бы спать надо ложиться, утро вечером мудренее, там завтра станет понятно, получится или нет. Это когда ты понимаешь, что сделать ты уже ничего не можешь. Даже с этим прошлым. Делать нужно что-то в будущем. И вообще важно понять, что мысли человека о прошлом, они все равно направлены на то, что он будет делать с этим прошлым в будущем. Нет смысла думать о прошлом, чтобы в прошлом что-то изменить. Это невозможно. Изменить можно в будущем, поэтому действия должны произойти. Разумные действия нужно проводить в будущем. Жить надо будущим, а не прошлым. Понимаете? Вот об этом говорят карты. Тарологи-блогеры называют эту карту иглоукалыванием. Да на здоровье. Они могут, как говорится, кому и кобыла невеста. Может, днем что-то страшное произошло, что он до сих пор не может... Наталья, ну, я как мог вам объяснил. Понимаете? Объяснить я могу, но понять за вас, либо поверить за вас, ну, это уже ваша задача. Хорошо, 10 мечей. 10 мечей это, как я уже сказал, проблема закрыта, закончена. Когда смотришь на человека в такой ситуации, понимаешь, что все. Вот это финита ля комедия. Это действительно уже ничего сделать нельзя. Волноваться по этому поводу смысла нет. Можно только по этой карте, есть намек на то, что можно надеяться только на какую-то будущую ситуацию, и то где-нибудь там в отдаленном будущем, да. Вот там золотая заря встает, как говорится. Напомню, что название ордена, в котором Уэйд, ну не то чтобы благодаря, скорее Уэйд сделал знаменитым орден Золотой Зари, потому что орден Золотой Зари в основном-то люди знают, исходя из Уэйта, да, исходя из знания об Уэйте. Ну вот, ну и собственно Уэйт известен как раз своей колодой Таро. Золотая заря — это надежда на то, что завтра будет лучше. Возможно, эта ситуация закончена, ну, возможно, следующий день будет лучше. День закончен, ну, что смогли, то смогли. Надеемся, завтра будет лучше. Как-то так. Но основное значение карты, что проблема окончена. Она может быть окончена благополучно для вас, но тяжело. Есть благополучное решение проблемы, где вам было хорошо и вам все нравится. Это 10 кубков, это все довольны. По десятке мечей ситуация заканчивается, но вы, скорее всего, недовольны. Либо кто-то недоволен. Одна из сторон
непременно уже ничего сделать не может и вряд ли будет присутствовать в общении с вами дальше. Да, просто потому что этот человек для вас умер. Все. Часто по этой карте идут эти разводы. Часто по этой карте идет увольнение, когда вы понимаете, что назад вас точно не возьмут, да и желания нет. Этот человек, как работодатель, для вас умер. Вы с ним поругались окончательно. Вот. Ручки мечей на кресты похожи. Да, они на всех мечах на кресты похожи. Вот. Потому что вправо смотрит поэтому. Ну, во-первых, он вообще никуда не смотрит. Он боится, он в этих самых... Либо плачет. Ладно. У меня десятка мечей вышла как карта дня и мир с ней. В этот день я закрывала подписку на фитнес-клуб. Ну, я думаю, вряд ли в этот фитнес-клуб вы уже вернетесь, потому как, ну, судя по всему, что-то... Либо там что-то нехорошее произошло, либо вы поняли, что эти действия... ну, то есть, да, закончено. Все, это действие закончено, вряд ли там что... Возможно, потом в будущем вы будете ходить, может быть, и в этот фитнес-клуб, может, в другой, но уже по какой-то другой причине. Все хорошо понятно, такой редкий случай для меня. Игорь, ну вы так говорите, будто бы вы так плохо все понимаете. На самом деле я говорю какие-то очевидные вполне вещи. Для меня странно, почему другие тарологи вот... есть много очень интересных тарологов. Ну как, вернее, немного интересных. Есть просто обаятельные тарологи, которым хочется верить от того, что они как-то так, ну так позитивно подают информацию, не спорят ни с кем. Вот, как бы такие все сладкие, прекрасные, белозубые, говорят: здравствуйте, мои дорогие, я так рада вас видеть и прочее, прочее, прочее. Вот. И там можно нести любую фигню, и человек будет верить, потому что, ну, такой же прекрасный человек вот вещает нам, там 1 000 000 подписчиков, но он же не будет врать, этот человек. Я и не считаю, что человек врет. Да, я считаю, что человек может ошибаться, потому как ему, ну, нет нужды так глубоко знать какой-то предмет, просто потому что зачем. Вот. Очень часто какие-то астрологи идут в карты Таро. У кого-то это получается редко, у кого-то это получается хорошо, как у Юрия Хана, допустим, да. У кого-то это получается плохо. И иногда тарологи идут в астрологию и пытаются как-то сопоставить, исходя из мастей, понять, как работают стихии, как работают планеты. Это тоже возможно, конечно, но это не так просто, как казалось. Если вам интересно, кстати, у меня скоро стартует курс логика Таро, там, где я вот говорю как раз о взаимодействии этих самых планет, домов и знаков с картами Таро. В основном со старшими арканами, но там присутствует определенная логика и определенная взаимосвязь. Вот об этой логике Таро с точки зрения астрологии мы будем говорить на курсе логика Таро, который будет стартовать там, ну, наверное, к концу лета, что-то такое. В течение месяца, наверное. Почему-то других не воспринимаю и отчасти, а здесь верю на слово. Ну вот, возможно, я как-то так убедительно очень вещаю, как белка из дупла, с ощущением убежденности в своей правоте, потому как у меня в конце концов там, ну, минимум 13 лет практической работы с картами Таро, и я вот все, о чем я говорю, я прощупал на практике, а не просто там завел канал на Ютубе и купив год назад колоду Таро, завел канал на Ютубе и за год набрал там сколько-то тысяч подписчиков от того, что я там убежденно красиво вещаю. У меня опыта реального рабочего много, действительно много, поэтому, возможно, мои аргументы весомо звучат. Отшельник и десятка мечей вышел, когда смотрела на человека, жив или мертв. Тут все понятно, что значит. Ну, не всегда. Десятка мечей чаще говорит все-таки о законченной ситуации. Если ситуация в плане жизни, да, может такое быть тоже.
но чаще всего она говорит о завершении вообще, в принципе, любой ситуации. Жизнь — это тоже ситуация, и она тоже может быть закончена каким-то таким вот неприятным образом. Сохраните эфир, пожалуйста. Сохраню. Несомненно, тут он не очень хорошо, я так понял, на YouTube записывается, поэтому приходится, вот, выложу, наверное, все-таки дополнительно. Спасибо за развернутую информацию, что прочувствовать карты. Информация всплывает автоматически у меня от проделанного вами пути в подаче информации. И это так называемый юнгианский подход в обучении, просто потому что юнгианцы, они любят так с разных сторон по-разному закрутить, а потом смотришь, у тебя, ты в принципе со всех сторон ситуацию видел по чуть-чуть, и какой-то вывод можешь сам сделать. И порой так бывает гораздо результативнее, проще и действеннее. Вот как-то так. Роман, вопрос не по теме эфира. Я не знаю, что отвечать скептикам, которые задают вопрос, как карты могут предсказывать будущее. Отвечайте, что это не карты предсказывают будущее, это человек предсказывает будущее. Вот и все. А карты — это просто костыли, инструмент. Многие люди и без всяких костылей предсказывают будущее. А если с вами общается скептик и пытается как-то логики в эзотерике, ну скажем так, меньше, чем нелогичного, меньше, чем хаотического, объяснить логично человеку, почему работают карты Таро, вы просто не сможете, поэтому это бессмысленное занятие, и нужно просто сказать, ну не веришь и не верь. Я обычно так говорю. Я вообще стараюсь никому ничего не доказывать, кроме зрителей моего канала, потому что раз они ко мне пришли и спрашивают что-то, да, значит они хотят знать, значит они хотят что-то там как-то для себя решить. И с ними есть возможность как-то взаимодействовать, убеждать, если я считаю, что это нужно, либо просто давать информацию, потому как мне просто нравится делиться информацией. Делиться информацией мне нравится, если я вижу, что человеку она нужна. А скептикам информация не нужна. Скептики чаще всего, в подавляющем большинстве своем, они просто пытаются вам навязать свое видение, свою информацию вам впихнуть. Вот, если мне чужая информация незачем, зачем мне общение с этим скептиком? YouTube сегодня не так сильно лютует. Ну да, сегодня получше. Мне кажется, 10 мечей больше бытовая ситуация в одной сфере жизни, башня же больше масштабная, после которой меняется многое в жизни кардинально. На самом деле все еще зависит от масштаба самого расклада вопроса. Десятка мечей может показать и что-то глобальное, если вопрос такой глобальный. Вы, кстати, логичный таролог. А почему нет? А что, не все ж в эзотерику, не все же хаотично как-то. Вот. Не все на доверии, не все на эмоциях. Логика, это как, ну, у нас как минимум половина мозга, она подчинена логике. Вторая половина, ну, скажем так, нелогичному мышлению, да. Я считаю, что нужно задействовать обе половины мозга. Почему, работая с картами, мы должны только там одним полушарием пользоваться? Можно двумя, можно и головой думать, никто ж не запрещает. Вот. Хорошо. Добренько, будем на сегодня заканчивать. Я непременно сохраню эфир, потому как, ну, обещал же, да. И напомню, что следующая лекция будет, когда мы наберем 1000 лайков на этом эфире. Спасибо всем за внимание сегодняшнее. Суббота. YouTube, если закроют, где вас смотреть? Может, в Рутюб перейдете? В Рутюб вряд ли. Скорее в Телеграме буду. На Бусти скорее буду. Потому что Бусти, как ни крути, они все-таки где-то в Европе. Вот, так что как-то так. Бусти, вероятнее всего, и вероятнее всего, там, если ВКонтакте, ну, ВКонтакте удобно видео выкладывать, оно там более или менее нормально работает. Рутюб, там какой-то сервис такой кривой, что просто ужас, честно говоря. Я там как-то зашел,
зашел и вышел. Вот. Как-то так. А ВКонтакте просто не мое. Ну, наверное, если придется куда-то переходить, скорее всего, это Телеграм, Бусти и Контакт. Но YouTube я бросать не буду ни в коем случае, потому что, ну, это самая лучшая площадка, самая удобная. Вот, то, что глючит немного, ну, наверное, мне надо все-таки более серьезно заняться программкой своей и как-то попробовать по-другому. Рад был сегодня всех видеть. Увидимся на следующей неделе. Всем до свидания.